Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Михаил, а вот это деталь от дивана, которому нету даже полугода. И казалось бы, что могло произойти с такой простой деталью за столь короткий срок? Проблема потери эластичности различных элементов мягкой мебели, или иными словами говоря, проседания, является достаточно распространенной. Ко мне с такими проблемами обращаются кто-нибудь примерно раз в неделю. И виной этой проблеме так называемый пружинный блок, который установлен в основании мягкого элемента. Для того, чтобы вы лучше понимали, что сейчас я буду делать, немножечко теории о том, как работает пружинный блок. Существует несколько видов пружинных блоков. Первое – это независимый пружинный блок. Там каждая пружина работает независимо от соседней. И, как в нашем случае, так называемый пружинный блок Боннель. Он очень распространен в мягкой мебели. В нем каждая пружина связана с соседней, и все они работают как единое целое. Так вот, срок службы любого пружинного блока зависит от того, насколько равномерно на пружины распределяется нагрузка. Если вы покупаете дешевые диваны, там обычно на пружинный блок кидают небольшой слой ватина и поролон. Поэтому, когда вы садитесь на мягкий элемент, у вас работает только вот определенное количество пружин. И за счет этого они достаточно быстро выходят из строя. Если вы покупаете более дорогую качественную мебель, соответственно, там сверху лежит хороший слой либо же войлока, либо кокоса. Пружинный блок сам по себе более жесткий, и у него более равномерно нагрузка распределяется на пружины. За счет этого срок службы его больше. Одна из проблем пружинных блоков заключается в том, что в отличие от поролона, пружинный блок нельзя разрезать под нужные нам размеры. Дело в том, что детали всегда разные, и в магазине просто не продаются пружинные блоки под любую деталь. Соответственно, их нужно заказывать на заводе в больших количествах. Поэтому, когда ко мне обращаются с вопросами потери эластичности, проседания вот этих элементов, первое, что я рекомендую, это выкинуть этот пружинный блок и заменить его на поролон. Если мы будем менять пружинный блок на поролон, нам нужно брать поролон хорошего качества и высокой плотности. В ином другом случае он также достаточно быстро просядет и потеряет эластичность. В моем понимании хороший поролон, для примера, фирмы Эгида, какой-нибудь Elax высокой плотности. Но дело все в том, что, например, вот на эту деталь мне потребуется 3 листа. Пускай даже 2, и третьим мы положим какой-нибудь другой, подешевле поролон на низ, например. Это примерно 5-6 тысяч только на поролон, потому что лист эгидовской пены стоит 2000 рублей сейчас у нас. Соответственно, эта сумма неприемлема для людей, которые покупают вот такие вот дешевые диваны. Поэтому в этом случае единственный способ только починить то, что есть. Скажу сразу, способ колхозный, но он действенный, быстрый и дешевый. Итак, начинаем работу. Первое, что нам нужно сделать, это вытащить все скобы и снять чехол. Попутно также нужно снять все утяжки, которые у нас имеются на нашей детали. Когда мы вытащили все скобы, можно снимать чехол. Кстати, я снимал скобы только с 3 сторон, с 4-й стороны их снимать не обязательно. Сняли чехол, сразу видно, что диван действительно свежий. Теперь нам необходимо снять вот этот вот верхний лист поролона. Поскольку он очень хорошо приклеен, я уже это вижу, хотя не очень хорошо. В общем, отрываем там, где это возможно, там, где он хорошо приклеен, режем с помощью ножа.
Итак, дорогие друзья, вот перед вами причина недолговечной службы пружинного блока. Что мы здесь видим сверху? Здесь у нас тоненький слой ватина, и под ватином еще тоненький слой какой-то непонятной ткани. По структуре очень похожа на стеклоткань. Ну, не знаю, она не она. Ну, в общем, через всю эту прослойку я очень хорошо рукой чувствую пружины. А такого быть не должно. Итак, сейчас я полностью разобрал нашу проблемную деталь. Обратите внимание, какие здесь бортики хлипкие. То есть тут 3 сантиметра всего, а должно быть ну хотя бы 10. Вот, ну здесь вот в 2 слоя положили. Далее, в проблемных местах у нас поломаны пружины. Вот здесь вот люди сидели, и пружины, соответственно, сломались. Ну и в-третьих, пружинный блок сам не закреплен к нижнему основанию. Видите, он болтается и издает вот такие вот характерные неприятные звуки. Такого быть не должно. Сейчас нам нужно удалить вот эти все поломанные пружины, чтобы они в дальнейшем у нас не резали чехол. Закрепить нужно пружинный блок к нижнему основанию. Ну а дальше уже будем смотреть. Итак, сейчас я закрепил пружины, теперь они хорошо держатся и не издают никаких неприятных звуков. Далее у нас самый трудоемкий процесс. Для того, чтобы уменьшить нагрузку на пружины, нам нужно под каждую пружину подложить кусок поролона. Благо, отходов поролона у меня достаточно. Единственное, только, ну, конечно, времени это много занимает. Работа достаточно муторная. На самом деле, даже в дорогих диванах вы можете встретить такое решение. Плюс ко всему прочему, когда вы набиваете пружину поролоном, они еще не трутся между собой и не издают, опять же, никаких звуков при деформации, что тоже очень большой плюс. Итак, вот что у нас получилось в конечном итоге. Проблемные места, где у нас удалены пружины, поднабил получше, все остальные так, без фанатизма. Следующим этапом нам нужно проложить вот сюда, вот под низ, под самые пружины, какой-то плотный материал. Я для этих целей использую плотный войлок. Если положить один слой, вся эта конструкция будет более мягкая. Если положить 2 слоя, соответственно, она будет более жесткая. В моем случае человек попросил сделать жестко, насколько это возможно. Ну вот как раз 2 слоя сюда я и положу. Войлок подложили, теперь нам нужно собрать все это в обратной последовательности и, соответственно, хорошо все это закрепить так, как оно и было закреплено. Погнали! После подклейки поролона нам необходимо прорезать отверстие под утяжки. Дело в том, что мы положили 2 слоя войлока, он очень плотный, и протянуть через него иглу, чтобы сделать утяжку, будет достаточно непросто. Поэтому берем ножик и прорезаем этот войлок.
Итак, дорогие друзья, моя работа подошла к концу, получилось отлично, деталь получилась жесткая, нету теперь никаких посторонних звуков от деформации пружин. Ну, в общем, все так, как и хотел заказчик. Если данное видео было информативно для вас, ставьте палец вверх, обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что вы думаете по поводу такого ремонта. На этом у меня все, с вами был Михаил Теремков, до новых встреч!